Приветствую вас, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами очередное видео из рубрики «Разборы гороскопов подписчиков». Я напоминаю, что каждый из вас может оставить свои данные в таблице и попасть на такой разбор, но ваше участие, как и мое участие в этом, добровольное. Я смотрю обязательно все, что вы мне пишете, я строю гороскопы, я проверяю, насколько ваш гороскоп вообще рабочий, не рабочий. Поэтому, если вы пишете, я сразу предупреждаю, если вы пишете, что время рождения у вас неизвестно, если время рождения у вас там приблизительно какое-то, то такие гороскопы я рассматривать не буду. Поэтому, если вы не знаете точное время своего рождения, или если вы там пишете, что это очень приблизительно, либо время рождения неизвестно, извините, но это я не могу взять в работу. Кроме этого, в этих видео я касаюсь таких тем, как дробные карты, чарадаша, и я хочу напомнить тем, кто следить за мной, либо только сейчас появился на моем канале, что у меня есть обучение подробным картам по Чародаше. Подробным картам сейчас идет курс, к нему, в принципе, можно присоединиться. По Чародаше курс есть в записи, а в октябре стартует базовое обучение, полугодовое, очень глубокое, там будет больше 30 уроков, уже сейчас можно записываться, и уже сейчас можно планировать обучение, там будет с живыми практикумами, с примерами, с возможностью практиковаться на своих гороскопах, в том числе у меня всегда есть такая возможность, и мы на всех курсах этому уделяем достаточно большое количество времени. Ну и давайте говорить сегодня про гороскоп девушки. У нас опять тема «Есть ли шанс выйти замуж?». Это не такая уж редкая тема. Очень много вопросов у меня в личных вот этой таблице именно связанных с темой личной жизни. И девушка написала, что в личной жизни у нее катастрофа, она никогда не была замужем, детей нет и никогда не было даже отношений длительностью более года. Есть ли вероятность встретить любовь, на отношения ради галочки она не согласна. Она тоже изучает физическую астрологию, говорит, что видит, что ее карта сложная, и хотелось бы подтверждения, есть ли у нее шанс когда-то построить отношения, либо на это не стоит надеяться. Для того, чтобы проанализировать тему личной жизни, конечно, желательно вообще полностью карту оценить. Оценить, что это за человек. Если бы вот, когда человек приходит на консультацию, то, конечно, можно какие-то рекомендации давать с точки зрения всей карты, потому что иногда и наш характер влияет на построение отношений, иногда наши паттерны влияют на построение отношений, еще какие-то установки. Но здесь, конечно, я в это все вникать не буду. Я отмечу несколько важных моментов. Во-первых, Венера в экзальтации. Венера в экзальтации в 10-м доме гороскопа — это очень сильное на самом деле положение. Это называется Махапуруша йога, йога древней души. Вот она, это Венера в 10-м доме гороскопа. Малавья-йога называется она, и это йога красоты, обаяния, счастья в личной жизни. Но, как мы видим, это далеко не так. Ну, не всегда так. С таким положением Венеры не именно Малавия-йога, а в принципе Венера в экзальтации. С одной стороны, вот особенно начинающие астрологи могут открывать карту и видеть: о, Венера в экзальтации, очень круто. Это значит, у вас там все будет. Деньги будут, любовь будет, отношения будут, счастье будет и так далее. Удовольствие, комфорт и все в числе прочего. Но, как мы видим, это не так. Почему это не так? На самом деле здесь несколько факторов по гороскопу, и помимо того, что здесь несколько указаний на то, что отношения могут быть с задержкой, в принципе, сама по себе Венера в экзальтации не такая классная, как кажется. Я всегда с опаской отношусь к Венере в экзальтации, потому что я бы даже сказала, что это такая Венера, которая уж замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Венера в экзальтации очень часто дает отношения дистанционные. Венера в экзальтации очень часто дает отношения на расстоянии, либо когда люди могут друг от друга
очень часто уезжать, то есть это может быть муж-моряк, муж-доктор, который находится в 12 доме гороскопа, муж, который дальнобойщик, либо муж, который работает вахтами в другой стране. Вот такая Венера очень любит давать отношения на расстоянии, либо периоды длительной дистанции между партнерами. Но периоды длительной дистанции между партнерами это не только отношения на расстоянии. Я еще замечаю очень часто периоды длительной моральной дистанции между партнерами. Моральная дистанция между партнерами это когда люди могут друг с другом долго не разговаривать, например, когда один из партнеров любит играть в молчанку, либо когда они спят в разных спальнях, допустим. То есть Венера такая создает дистанцию в любви и отношениях. Часто. Обладатели Венеры в рыбах, буду ждать ваши комментарии под этим видео, как у вас проявляется эта особенность Венеры. Но кроме этого, рыбы это знак зависимости в том числе. Да, это могут быть партнеры иностранцы, но это могут быть партнеры с зависимостями, это могут быть партнеры жертвенные, те, которых надо спасать, те, которых надо жалеть. Часто женщины с Венерой в рыбах, как и мужчины с Венерой в рыбах, я не отрицаю, что могут быть счастливые браки, но часто люди с Венерой в рыбах не умеют выбирать партнеров. Это значит, что у них взгляд на партнеров. Вот почему рыбы? Я просто вот эти вот видео хотела делать такого характера, как, знаете, как разъяснительного, образовательного. Почему вообще знак рыб это знак рыб? Чем он отличается? Рыбы это иллюзия. И эта иллюзия, она непосредственно, то есть, связана с водой и тем, как вода показывает нам этот мир. Помимо того, что рыбы это как бы то, что далеко, глубоко, но как вода нам показывает этот мир. Искаженно. Искаженно, когда рыба смотрит через аквариумное стекло, либо через толщу воды на нас, либо мы смотрим на что-то через толщу воды, мы видим это искаженно. И человеку с Венерой в рыбах очень часто нужно научиться видеть партнера без иллюзий, не искаженно, не в том виде, в котором он представляется. Люди с Венерой в рыбах очень часто не умеют выбирать партнеров. Это проявляется так, что партнер кажется прям очень замечательным, золотым, и через время спадают розовые очки, но все вокруг изначально видят, какой это партнер, и говорят: ты посмотри, что это за человек. Но человек с Венерой в рыбах очень часто прям отстаивает своего партнера, что нет, он замечательный, все. То есть это склонность оправдывать партнера и не видеть недостатков. Но это не значит, что вы никогда не выберете хорошего, правильного партнера, хотя в этом гороскопе, кстати говоря, есть еще Нептун в 7 доме гороскопа. Это тоже такое же двойное указание на то, что есть вероятность партнера с такими историями. Ну, либо это может быть партнер из сферы искусства, либо это может быть партнер, который зарабатывает чем-то связанным вот с жидкостями, с тайнами, с какими-то иллюзиями, фотограф, например, хореограф, художник и так далее, и так далее. И здесь, на самом деле, очень много указаний на то, что будет вероятность такого творческого партнера, но это может быть и ленивый партнер, и какой-то партнер, который будет очень эмоционировать, очень сомневающийся. Помимо Венеры, хотя Венера в 10 доме гороскопа на самом деле это один из факторов того, что в этом гороскопе возможен брак, официальный союз. Один из факторов. Кроме Венеры есть еще одна планета, на которую мы должны обратить внимание. Это Даракарака. Даракарака — показатель партнера. На эту тему я записывала отдельное видео по гороскопу по Даракараке, как определить, с каким будет партнер. Что интересно, что Венера у нас в рыбах, Даракарака находится с Раху вместе. Это второе указание на вероятность партнера иностранца. И при этом Даракарака у нас Сатурн. Сатурн это тоже один из показателей того, один из намеков того, что официальный брак может быть.
И Сатурн у нас еще аспектирует 10-й дом гороскопа, дом статуса. Еще одно доказательство того, что официальный брак возможен. Но поскольку Сатурн соединен с Раху, еще одна вероятность партнера иностранца. Венера у нас в рыбках указывает на то, что это может быть партнер из другого города, из другой страны. И Терракарика, соединенная с Раху, может указывать на то, что это может быть партнер из другого города, из другой страны. Но второе указание вот этого Сатурна, соединенного с Раху, как и Венеры в рыбах и Нептуна в 7-м доме гороскопа, это то, что партнер может быть с зависимостями, поэтому на это нужен четкий фильтр, так как Венера в рыбах, она может этот фильтр отключать на партнеров с зависимостями. Но Сатурн это и ждун. Ждун, который ждет, который тянет с принятием официального решения, с принятием какого-то решения в принципе. Поэтому Сатурн дает, может давать партнеров, которые будут долго тянуть кота за хвост с вопросом женитьбы. Но если уж женится, то должно быть все там официально, четко и так далее, и так далее. Ну, Даракарика Сатурн в своем собственном знаке, в Накшатре под управлением Солнца, Солнце в экзальтации. То есть это неплохая Даракарика, в принципе, есть у нее достоинства, есть у нее положительные стороны, но минус то, что Даракарика находится в 8-м доме, в доме кризисов и потерь. Тем не менее, есть еще третий признак, третье указание того, на то, что официальный брак здесь может быть. Но я все карты как бы раскрывать не буду, потому что что-то у меня должно оставаться для моих учеников в том числе. Но есть еще одно указание на официальный брак. Потом, если мы посмотрим на Вамшу, еще одно указание на то, что партнер может быть иностранцем, это Раху в 1-м доме на Вамше, плюс управитель 7-го дома гороскопа под аспектом управителя 12-го дома гороскопа. Это тоже вероятность партнера иностранца. Более того, управитель 7-го дома соединен еще с управителем 9-го дома гороскопа. Партнер иностранец более чем вероятно. Но поскольку партнер иностранец здесь очень вероятен, еще очень важно посмотреть на то, что у нас управитель 7-го и управитель 9-го дома гороскопа соединены, и это Сатурн, и в 9-м доме гороскопа находится Марс. Высока вероятность того, что это будет иностранец с другой прям религией, где может быть религиозный конфликт, где вы можете не договориться нормально о том, кто чью религию принимает или кто какие традиции соблюдает. Потому что Сатурн это тоже традиционный. Сатурн тоже может давать такого традиционного партнера. Вот. Но, тем не менее, есть положительные тоже как бы стороны. Здесь тоже есть указание на то, что может быть официальный союз. Здесь есть положение управителя 1-го дома гороскопа в Раджа-йоге, в 5-м доме гороскопа. Партнеры нас привлекают, в партнерах нас привлекает интеллект и общая вообще тема, это дети должна быть изначально, когда мы вступаем в отношения, у вас должна быть общая тема, это дети, как ты относишься к детям, планируешь ли ты детей, то есть это момент, который нужно проговаривать изначально, судя по вашему гороскопу. Но я бы, конечно, искала партнеров иностранцев, судя по вашему гороскопу, опять же, и думала о партнерах иностранцах. Исходя из этого, давайте посмотрим на периоды гороскопа, которые у нас есть. Период Венеры в Накшатре под управлением Юпитера. Венера у нас находится в 10-м доме гороскопа. Венера — планета любви и отношений. И Венера у нас хозяйка 12-го дома гороскопа, аспектирующая 4-й дом гороскопа. То есть большой период Венеры может дать вам переезд. И в том числе этот большой период Венеры может дать переезд в связи с отношениями. Большой период Венеры. Венера на Вамше тоже находится во 2-м доме гороскопа, управляет 12-м домом гороскопа, тоже указывает на вероятность переезда, связанного с отношениями, и эта вероятность за границу переехать в том числе, потому что Венера в Накшатре управителя 7-го дома гороскопа, дома партнерства, аспектирующего 9-й дом за границей. Венера Солнце у нас будет, а Венера у нас, кстати, только началась. То есть большой период Венеры, он, конечно, обязательно принесет отношения. Венера у нас только началась. Венера, Венера, Солнце, Венера, Луна, Венера, Марс, Венера, Раху.
Значит, все периоды, которые у нас идут до Венеры Раху, они такие сомнительного качества на самом деле на официальный брак. Солнце, конечно, в Накшатре под управлением Венеры, поэтому, в принципе, Венера Солнце может давать вам отношения, вот уже, допустим, там в конце этого года. Венера Луна, в принципе, тоже дает перемены в отношениях, как и Венера Марс, возможно. М, но, возвращаемся к теме того, что у вас впереди идет период Венера-Раху с 30-го года по 33-й год. Венера-Раху уже в одном предыдущем видео мне написали о том, что вот это обычно вызывает необходимость, ну, не то, что необходимость, обычно Венера Раху дает брак. Венера Раху не всегда дает брак, Венера Раху часто дает отношения такие крышесносные, когда вот люблю, не могу, когда влюбился на пустом месте. Но иногда Венера Раху не дает никаких вообще абсолютно событий. Однако в этой карте мы видим Раху, находящийся в первом доме гороскопа. И вообще Венера Раху и Венера Юпитер — это 2 периода, которые очень тесно связаны с отношениями и с официальностью этих отношений. Но как понять, даст этот период Венера Раху, Венера Юпитер просто отношения, либо все таки это отношения, которые могут вести к браку? Для этого я еще рассматривала Чарадашу. И я не буду даже смотреть вот эти периоды, потому что сейчас у нас заканчивается период рыб, да, Венера в первом доме гороскопа, вроде как все неплохо, но Венера у нас аспектирует седьмой дом гороскопа, но Венера у нас гнати Карака, которая портит седьмой дом гороскопа. Юпитер, в принципе, у нас здесь ничего такого не обещает. Ну, в целом этот период не обещает нам брак на самом деле. Потом идет период Водолея, коротенький, на 1 год, можно сказать. И здесь мы видим какие-то намеки на общение, но тоже я бы сказала, что этот период тоже не дает брак. И вот что мне нравится, что наступает с 1 мая 2030 года по 5 мая 2042 года, параллельно с периодом Венера-Раху, который очень часто дает отношения и брак, наступает период Козерога. И я делаю ставку на этот период Козерога. Во-первых, у нас в первом доме гороскопа будет Сатурн, Дара Карака, Раху в первом доме гороскопа, который указывает на вероятность миграции или переезда в другую страну. Есть еще другие признаки здесь переезда, и при этом это период, который наверняка даст вам вовлеченность в отношения, даст очень сильные, яркие отношения. И есть указание на то, что, скорее всего, здесь будет заключен брак в эту Махадашу Рака, ой, в эту Махадашу Козерога. Поэтому Ам, да, я бы не сказала, что ваш гороскоп очень-очень легкий, но все-таки ваш гороскоп не безбрачный. Здесь очень много факторов, дающих брак, официальных факторов, указывающих на то, что в вашем гороскопе возможен официальный союз. Не просто отношения, а официальный союз. Поэтому, возможно, вам не очень понравятся сроки, которые я назвала, но тем не менее, это то, что я вижу, и действительно этот, гороскоп может принести официальный брак в достаточно скором времени. Из рекомендаций, которые, можно было бы еще дать вам в вашем гороскопе, это умение отличать манипуляции и умение отстаивать собственные границы, а также умение договариваться на берегу в отношениях. Об этом и говорят положения ваших узлов Раху и Кету в первом, седьмом доме гороскопа. И Раху и Кету в карте Раши тоже говорят об этом, о том, что нужно уметь отстаивать личные границы, уметь фильтровать манипуляции и уметь договариваться на берегу. То есть изначально вступать в отношения с людьми, с которыми мы четко договорились, что мы вступаем в отношения и не тянем кота за хвост и не тратим время друг друга. У нас такие-то цели,
У нас такие-то возможности, у нас такие-то преимущества, каждый человек имеет право там на то-то и на то-то в отношениях, то есть договариваться, ставить четкие рамки, чтобы потом не было разочарования от несбывшихся ожиданий. Как говорит одна моя хорошая знакомая, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Это про Венеру в вашем гороскопе в том числе, но я в любом случае желаю вам счастья в личной жизни и чтобы этот сегодняшний анализ принес вам хотя бы капельку вдохновения. На этом сегодняшний обзор гороскопа завершен. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.